Раз, два. Алло. Здравствуйте, уважаемые друзья. Да, вон коллеги смеются. У нас тут новогоднее обращение для всех владельцев Сималенда. Нет, гораздо хуже. У нас прямой эфир. Итак, уважаемые друзья, шутки в сторону. Мы сегодня начинаем вебинар для всех владельцев магазина Сималенд. И вы можете задавать ваши вопросы. Скажите, со звуком все нормально? Алло. Да, здравствуйте. Да, она уже идет. Да, она уже идет. Угу.
Звук отлично. Итак, дорогие друзья, раз со звуком у нас все хорошо, то задавайте ваши вопросы, я буду на них отвечать в прямом эфире. Прошу извинить за некоторые технические накладки. Этот вебинар у нас первый, и, собственно, без этого пока никуда. Ну, аудитория у нас пока не такая большая, поэтому. Итак, что такое интернет-магазин от Сима-ленд? Интернет-магазин от Сима-ленд — это автоматически наполняемый интернет-магазин, который позволяет продавать и торговать 360 тысячами товаров собственно, самого Сима-ленда. Мы разработали решение дешевое, которое позволяет это делать очень быстро и оперативно. И предлагаем вам его арендовать, вернее, купить за 2400 рублей в месяц, что, собственно, недорого. Сейчас я вам показываю модуль, который позволяет редактировать цены, допустим. Вот, как вы видите. Этот модуль называется «Умные скидки». Сейчас, как вы видите, на экране цены до определенных интервалов умножаются на определенный коэффициент. Цены до 500 рублей умножаются на 1,3, цены от 500 до 1000 умножаются на 1,2, цены от 1000 до 2000 на 1,2 и так далее. Собственно, это все очень просто. После того, как мы отредактировали эти цены, нам нужно будет очистить кэш. В разных магазинах это все выглядит по-разному, но, как правило, это системный кэш. Это либо в системе системный кэш очистить, либо вот здесь вот очистить системный кэш. И товары у вас в магазине поменяются на те, что вы отредактировали. Как отредактировать данные о магазине? Это все находится в разделе «Система настройки», «Изменить». Здесь мы, собственно, видим название магазина, владельца магазина, и e-mail магазина, логотип в разделе «Изображение». Здесь вы можете поменять логотип и прочие вещи.
Есть ли какие вопросы еще какие-нибудь? Может быть, те, кто только собирается купить интернет-магазин, не знает, зачем он ему нужен или как его раскручивать? Есть ли такие посетители? Итак, вопрос от Евгения. В чем ваш интерес? Не закладываете ли свой процент? Может быть, некорректно, но как есть, чтобы понимать. Наш интерес в том, что мы продаем вам интернет-магазин, вернее, хостинг для интернет-магазина за 2 400 за полгода. Сам магазин вы получаете бесплатно. Вопрос по магазину. Не всегда есть товары, которые есть у Сима ленда. Как правило, интернет-магазин на данный момент обновляется в течение суток. То есть каждые сутки в магазине есть актуальное наличие. В будущем мы будем делать этот период более быстрым. То есть, допустим, 2 раза в сутки будет. Маша, покажите пример сайта за 2 400 рублей. Ну, сейчас я вам его скину, ссылку, вы сможете кликнуть по ней и смотреть, что за сайт за 2 400. Евгения, картинки в категориях будут, а то на пробной версии их нет. Да, сейчас нет картинок на пробной версии, но в ближайшем будущем, в течение недели, думаю, картинки появятся. Раиса спрашивает, расскажите, как это работает. Сайт работает очень просто. На сайте есть 360 тысяч товаров от Сималенда, и вы любыми путями привлекаете туда посетителей. То есть либо через социальные сети, либо через форумы, либо через газеты, либо еще каким-нибудь образом. То есть посетители, которых вы находите в интернете или в реальной жизни, заходят, покупают товар на вашем сайте и, собственно, покупает товар на вашем сайте, и этот товар вы перезаказываете у Сималенда. Насколько я помню, минимальный заказ у Сималенда сейчас 10 тысяч рублей. И, собственно, вот эти вот 10 тысяч рублей вам привозят товар к вам домой, и вы его либо раздаете, либо каким-то образом распространяете среди тех, кто купил этот товар. При открытии интересует пошаговая инструкция на уровне пользователя. Разобраться, реально ли. Да, Оксана, всегда можно реально разобраться, и если вы не разберетесь, вы всегда можете написать на почту, а первоначальную инструкцию по заполнению интернет-магазина вы получаете при его открытии. Все получили ссылку на seobash.ru, чтобы посмотреть, как выглядит магазин за 2 400. Так, еще вопрос. Руслан пишет. Я уже купил, уже знаю, зачем он мне нужен. Я хочу знать, как им управлять и как все настраивать. Руслан, пожалуйста, напишите мне на почту, я вам скину подробную инструкцию. Можете прямо сейчас написать. Наталья, после создания сайта, вы его как-то продвигаете в интернете? Наталья, на самом деле, после создания сайта, если вы заполните страницы, о магазине и прочее, то, собственно, сайт будет продвигаться автоматически. Ну, то есть, если вы, например, живете в городе Саратове и напишите о том, что
вы торгуете на сайте, вы торгуете детскими игрушками, санками, самокатами в городе Саратове, то Яндекс его проиндексирует, и вы спокойно будете получать посетителей из поисковиков. Второй способ получать посетителей на сайт — это сделать группы в социальных сетях и постить туда ссылки на м, и постить ссылки на сами товары из самого магазина. Интегрировать в платежную систему возможно, e-автопей, например. Но, как правило, люди интегрируют робокассу и, собственно, люди интегрируют робокассу на сайт и, собственно, прекрасно принимают платежи. Единственное, что робокасса берет свой процент с оборота, то есть где-то в районе 4%. Через Симоленд нельзя сделать доставку свыше 10 тысяч рублей покупателю. Смотрите, Симоленд — это оптовый торговец. Вы заказываете у него товар на 10 тысяч рублей, а потом самостоятельно его распространяете. Если они будут делать каждому вашему покупателю доставки, то у них не хватит никаких ресурсов. Почему 2400, а не 320 рублей? Спрашивает Маша. Ну, 2400 за полгода. Мне кажется, это нормальная цена, она находится на уровне среднего хостинга. То есть мы должны оплачивать сервера, и, собственно, из этого складывается цена наша. Еще такой вопрос. Люди спрашивают, в чем наш интерес, не закладываем ли мы процент. По поводу формирования цен в магазине. Ну, он связанный такой, на самом деле, вопрос. Цены в магазине формируете вы сами. Делается это при помощи интервалов. Допустим, вы закладываете цену до 500 рублей, от 500 до 1000, от 1000 до 5000, от 5000 до 10 тысяч и так далее. Собственно, после этого и формируется итоговая цена, которую вы людям выдаете и, собственно, торгуете. Вы можете, например, наценить все товары в 2 раза. Вот и все. И зарабатывать совершенно спокойно на этом. Сейчас я, наверное, покажу счетчик какого-нибудь сайта, которого. Ссылки на сайт нет, спрашивает Евгения. Евгений, ссылки на демо-сайт вы имеете в виду? Вот, держите вам ссылку на демо-сайт. Вот. Если вас интересует, сколько в принципе можно. Маша пишет: автоматом все товары наценятся в 2 раза. Нет, Маша, вы ставите свои интервалы наценок и, собственно, свои наценки. Абсолютно не обязательно в 2 раза. Если вы сможете зарабатывать, наценив в 1,5 раза там товары, то это тоже вполне возможно. Это все регулируете только вы. Маша пишет: или нужно каждый товар отслеживать? Каждый товар отслеживать нереально. То есть вы нацениваете все товары в общем. Если, например, товар стоит от 1000 до 5000, вы можете наценить его, например, в 1,5 раза. Ну или там как угодно, по своим ссылкам. Елена пишет: у нас уже есть ваш магазин, работаем пока в соцсетях, но хотелось бы начать в интернет-магазине. Никак не получается, то поисковик не работает, то не сортирует товар, например, по цене. Можно ли с вами связаться и довести магазин до ума? Елена, да, можно связаться, лучше сделать это по почте. Пишите на почту, с которой вы общаетесь с нами, и, собственно, будем работать дальше. А, Хочу сказать, что проект постоянно улучшается, это только пробные ласточки. Помимо потраченных вами нервов, конечно, зато вы получаете бонус. То есть ваши магазины уже будут индексироваться в Яндексе, и вы получите посетителей и заработаете денег значительно раньше, чем те, кто не заказал еще магазин.
описание категориями в товарах тоже транслируется. Евгения, тут какой момент? Лучше всего, если описание категорий вы сделаете сами. То есть, допустим, опять повторюсь, вы живете в Саратове, вы живете в Саратове и можете написать, что я торгую санками в городе Саратове в категории для санок. Это вам привлечет посетителей из Яндекса. То есть лучше, если вы заполните их сами. Описание товаров переписываются с Сималенда, но описание категорий лучше записать вручную. Раиса пишет, не получила ссылку на товар на сайт за 2400. Раиса, там вот в правом углу кнопка есть всего комментариев. Нажмите на нее, пожалуйста, и прокрутите наверх. Вот вы увидите там Егор и адрес всего.баш.ру. Вот нажмите на эту ссылку, и вы получите сайт-пример. Это тот сайт, который вы получите за 2400 за полгода. Иногда люди спрашивают, сможем ли мы усовершенствовать интернет-магазин. Э, Так, вот Маша пишет, какой ваш контакт, если лично связаться, скайп или еще как-то. Скайп я пишу сейчас в чате. Маша, вы увидели скайп? Итак, продолжим. Часто люди спрашивают, сможем ли мы усовершенствовать свой интернет-магазин. Да, интернет-магазин построен таким образом, что вы сможете его усовершенствовать, но для начала торговли все, что нужно, уже в нем есть. То есть люди начинают торговать и зарабатывать достаточно неплохие деньги, просто заказав магазин за 2400 за полгода. И, в принципе, этого им хватает. Некоторые спрашивают иногда про обороты магазинов. То есть если вы работаете достаточно интенсивно, привлекаете посетителей через социальные сети, ведете с ними работу, то, в принципе, зарабатывать, там, не знаю, 20, 50, 100 тысяч рублей в месяц – это вполне реально. Есть такие примеры. Итак, дорогие друзья, хочу всем напомнить, что если по текущим магазинам есть какие-то вопросы, лучше пишите на почту, с которой вы заказывали, ну, с которой вы с нами общаетесь. Мы будем помогать. Немножко расскажу о наших планах. Сейчас создаем модуль, который будет позволять людям через API передавать товары напрямую в магазин, ну, напрямую в Сималенд. То есть, чтобы не приходилось вручную перепечатывать товары. То есть, если у вас на сайте что-то закажут, это будет автоматически отправлено в Сималенд. Маша спрашивает, на существующий сайт как прикрутить как вкладку? Маша, пока это невозможно. То есть лучше купить отдельный домен и сделать на нем свой отдельный сайт. Собственно, вот так.
Пока покажу демо интернет-магазин. Как вы видите, все красиво, вот только в «Жемчужине» нет товаров сейчас. Все работает, все добавляется в корзину. Корзину, кстати, вы можете настроить следующим образом. То есть здесь может быть Россия, Белоруссия. Если вы, например, из Беларуси или из Казахстана, там могут быть валюты белорусские рубли, тенге и многое другое. То есть абсолютно без проблем это все делается. Есть еще какие-то вопросы? Коллеги, если никаких вопросов нет, то примерно через минут 5 закругляемся. И шлите письма, шлите письма с вопросами, либо обращайтесь в Skype на контакты, которые я указал. Это первый вебинар на самом деле, и, может быть, у кого-то были какие-то технические накладки, кто-то не смог посмотреть. В любом случае, я жду ваших вопросов на почту, либо заявок о новом вебинаре. Думаю, проведем его где-то через неделю. Итак, жду минуту. Если вопросов не появится, то, думаю, будем закругляться. Есть ли возможность выгружать товар с магазина в социальные сети? Есть ли возможность выгружать товар с магазина в социальные сети? Такой возможности пока нет. Это очень сложная задача. Скидывать ссылки в социальные сети вы можете, то есть копировать ссылку магазина и вставлять ее в свою группу. Это без проблем. Если вы имеете в виду автоматизированную выгрузку, то эта задача сложная и в ближайшее время она будет решаться, но пока это не в приоритетах. Маша, повторите контакты. Маша, лучше напишите тогда на почту, если вы не нашли мои контакты. После вебинара мы можем как-то с вами связаться по скайпу, чтобы обсудить детали и передать доступ. Евгения, конечно, пишите на почту, пишите в скайп, все контакты, как правило, в почте указаны. Вот Елена задала очень правильный вопрос. Описание товара копируется из Сималенда. Иногда в описаниях попадается такое, как товар отличный, вы можете приобрести его по отличным ценам в Сималенде. Описание копируется в наш магазин. Как быть? Не справлять же вручную. Елена, действительно, это скоро будет роботизировано и исправлено. Все упоминания о Сималенде будут убраны. Руслан спрашивает, Егора, регистрация с аккаунта соцсети возможно, чтобы клиенты могли использовать свой аккаунт ВКонтакте для входа? Да, Руслан, напишите, пожалуйста, на почту, мы будем решать эту задачу, думаю, она важная. При отпуске товара покупателю, Оксана спрашивает, при отпуске товара покупателю из корзины можно распечатать документы для выдачи на руки и какие? Оксана, это отдельная доработка, то есть если вам нужны какие-то отдельные документы, то пришлите, какие документы, какие формы, и постараемся вам помочь.
Коллеги, жду вопросов. В будущем возможна интеграция сайта с 1С, спрашивает Наталья. Наталья, если у вас будет 1С, то значит у вас будет склад. То есть у вас будут совершенно другие бизнес-процессы. Вам нужно будет магазин делать фактически заново. То есть сейчас вы работаете как посредник между Симолендом и конечным покупателем. А если у вас будет склад с 1С, то вы, во-первых, заплатите далеко не 2400 за этот магазин, а гораздо большую сумму. Во-вторых, у вас должен быть штат, который будет приходовать товар, у вас должен быть склад, с которым работает 1С. То есть это совершенно отдельная задача. То есть все это, естественно, возможно, но когда вам действительно нужна будет интеграция с 1С, это не ранее того, как у вас будет свой огромный склад. Вот так скажу. На всякий случай напишу еще свои контакты. Почта simalan@buzon.ru, скайп. Надеюсь, все увидели. Елена спрашивает: бывает повторение фотографий. Открываешь товар, а там одинаковых фотографий штук 10. Почему такое бывает? Елена, это небольшой глюк, исправляем в ближайшее время. Там, не знаю, в течение ближайших 2-3 дней. Так, добавляются люди в скайп постепенно, я вижу. Значит, контакты все увидели, да? Если контакты не увидели, сообщите, еще продублируем. А Раиса спрашивает, где можно посмотреть инструкцию по открытию магазина пошаговую на уровне пользователя. А Раиса, напишите письмо, я вышлю вам такую инструкцию, и, собственно, вы увидите, что там все просто. То есть такую инструкцию высылаем всем на самом деле. Наталья спрашивает, описание товаров, какие сроки планируете изменить? Наталья, думаю, в течение дня-двух. Вот так вот. Все ли увидели контакты? То есть еще раз повторюсь, заказывая у нас интернет-магазин, вы получаете базовую версию магазина, которая, тем не менее, полностью работоспособна, имеет в своем наличии 360 тысяч товаров. Эти магазины прекрасно индексируются в Яндексе, приводят вам покупателей, и вы можете начать свой бизнес с прибылью, там, не знаю, от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. И развить этот бизнес потом до любых высот.
Коллеги, еще какие-то вопросы? Если вопросов больше не будет, то закругляемся в течение 5 минут. Руслан спрашивает, до любых высот это имеется в виду от 100 тысяч в месяц? Руслан, вполне реально. Я имею перед глазами примеры, которые достигают этого. Не будем показывать, как говорится, пальцем. Это, в принципе, личное дело, личная коммерческая тайна каждого, но такие цифры вполне возможны. Маша говорит спасибо в рабочем порядке. Маша, вам тоже спасибо за правильные вопросы. Других коллег попрошу высказаться по прочим вопросам, если они имеются. Вот добавляются люди в контакт, в скайпе. Очень хорошо, значит, контакты все люди увидели. Если еще кто-то контактов не увидел, попрошу добавляться. Руслан спрашивает, еще вебинары будут? Да, Руслан, очень правильный вопрос задали. Попрошу всех коллег написать список вопросов, которые будет интересно осветить в вебинаре. Запись вебинара, естественно, будет. Вы ее сможете посмотреть на нашем канале YouTube и какие-то там сделать свои выводы, либо сформировать вопросы, которые вам важно осветить. Пока аудитория не такая большая, но это и хорошо. У нас теплая, уютная компания, которая скоро будет зарабатывать хорошие деньги, я думаю. Так что поздравляю всех, что вы одни из первых. Елена спрашивает, можно ли с вашей помощью доработать базовую версию магазина? Конечно, Елена, можно доработать. Напишите на почту список доработок ну и, собственно, как-то вам ответим, либо доработаем. Смотрю, поступают вопросы на почту, всем ответим. Руслан спрашивает, сколько аудитория примерно? Руслан, ну аудитория небольшая. Вот это все, что могу сказать. Пока, то есть развивайте свой магазин. Да, вот извиняюсь, что отвлекаюсь на вопросы слушателей. Если есть вопросы, то просьба писать их пока в чат. Закончим вебинар и пообщаемся через Skype. Все ли увидели мои контакты?
Если не все, то еще раз дублирую. Готово. Итак, друзья, задаем вопросы, либо, если всем все ясно, то разрешите откланяться, или еще мне с вами немного побыть и порассказывать о проекте. Да, Руслан, спасибо вам. Жду ваших вопросов на почту, как, впрочем, и от всех остальных участников. Хорошо. Тогда, так я смотрю, вопросов стало меньше. Таким образом, завершаем вебинар. Ссылку на видео, если вы что-то не успели просмотреть, вы найдете в следующем письме. Заходите на наш YouTube-канал, заходите на наш сайт rubletorg.ru, покупайте там интернет-магазин и начинайте зарабатывать нормальные деньги. Теперь открыть интернет-магазина не столь дорого, как, допустим, несколько лет назад, и мы даем такую возможность каждому человеку фактически, каждому россиянину, каждому белорусу, каждому э, казахстанцу и прочим людям, кто хочет торговать товаром Сима. Итак, всем спасибо, всем до свидания. Жду ваших вопросов в Skype, жду ваших вопросов на почту. О дате следующего вебинара я извещу отдельно. Спасибо вам. Оставайтесь с нами.